Всем привет! Меня зовут Наташа Васильева. Это мой канал на YouTube и подкаст «Сразу президенты», где мы обсуждаем вопросы иммиграции и поиска работы. Сегодня я поговорила с Шеленой. Она лицензированный психотерапевт и коуч в Америке. И в своем интервью она рассказала очень много о профессии психотерапевта, о лицензиях, а также о том, как она работает с клиентами, с какими вопросами сталкиваются люди в эмиграции, при поиске работы, с какими вопросами приходят к ней, с какими вопросами помогает терапия или коучинг и многие другие вопросы. А также в этом видео будут котики. Так что приятного просмотра, давайте начнем. Лена, привет! Расскажи, пожалуйста, немножко о себе, чем ты занимаешься, где ты живешь, откуда ты приехала. Я сейчас, получается, веду проблемы с русским после английского. У меня есть своя частная практика, где я практикую как психотерапевт. Я это делаю в рамках такой американской стандартной практики, то есть я лицензированный психотерапевт, у меня там все нужные там документы, лицензии и работа со страховками. Также у меня есть отдельная коучинговая сертификация и ряд вещей, с рядом людей я работаю через коучинговую модель. Это зависит от локации, потому что у коучинга нет таких ограничений, как у лицензии терапевта, она территориальная. То есть специфика штатов, что ты должен быть лицензирован в том штате, где ты практикуешь, и там дальше в каждом штате свои правила лицензии, свое количество часов, свои экзамены, которые тебе нужно сдавать. Некоторые штаты разрешают жить там и практиковать в другом штате, некоторые нет. Короче, это такая кухня, у каждого свои правила. Вот. Коучинг позволяет это обходить в каких-то вопросах. И есть ряд ситуаций, где я могу продиагностировать, я могу понять, что коучинг в данном случае допустим. Не во всех ситуациях я соглашаюсь работать по коучинговому контракту, потому что не все является коучингом. И задачи там срубить как можно больше бабла, в принципе, у меня нет. Вот. Приятное дело, но, тем не менее, этика психотерапевта мне такие вещи не позволяет делать. Сейчас я живу в Юте. Я переехала в начале 24 года, и до этого я 8 лет жила в Сиэтле. В Сиэтле и в окрестностях, скажем так. И там же я училась, получала магистратуру и потом сдавала экзамены и лицензию. У меня сейчас лицензия только в штате Вашингтон. И я буду в конце года сдавать экзамены для Юты, чтобы закрыть гештальт. Благо, оба штата позволяют территориально находиться не в них, чтобы терапевту работать. То есть у меня нет проблемы из Юты работать с Вашингтоном. Некоторые штаты этого не дают. Вот, значит, мы переехали с мужем в 2015 году в США, мы оба из России, мы из одного города, из одной школы. Мы познакомились уже в Москве, когда оба учились, и начали тогда только встречаться. Росли в городе Ижевске, и потом переехали в Москву, и уже из Москвы муж уехал учиться получать MBA. Я работала в это время в Москве, мы 2 года жили в таком режиме, я работаю, прилетаю к нему, он учится, и, в общем-то, все. И это, кстати, хороший был момент, что я прилетала, я видела, как устроена, он тогда в Калифорнии MBA получал, то есть я видела, как устроена вообще американская жизнь, какие там нюансы, я могла проверить свой английский. Мне повезло, что у меня работа, в тот момент я работала в Executive Search, то есть это headhunting, это поиск в том числе международных кандидатов, то есть у меня был английский, который я постоянно использовала, пусть и не разговорным, но я читала, искала информацию, переписывалась на русском и на английском, и это, конечно, очень сильно помогло. То есть я сейчас понимаю, что если бы я приехала с нулем языка, это была бы еще большая боль, чем вообще это было. Когда мы приезжали, у меня с самого начала был план, что я иду получать образование. Я в России уже начала такое движение в сторону коучинга, и у меня был план, то есть у меня хедхантинг, у нас был блок в компании, был блок хедхантинга и блок коучинга, и я, то есть, туда начинала переходить. А тут мы переезжаем, окей, значит, переезжаем. То есть я приехала, я изучила возможности, поняла, что мне не обязательно делать докторскую. Для того, чтобы иметь лицензию психотерапевта, мне не обязательно делать сертификацию коучинговую сразу. Она на самом деле, если ее просто получать, она мало что дает в начале. То есть она не даст нужных знакомств, она не даст нетворкинга, она ни на что не повлияет с точки зрения, даже какой-то такой вот истории в резюме. Потому что когда я говорю американцам, что я mental health therapist, они не сразу понимают, кто я, что я, мое образование, то есть у них есть бэкграунд, и я для них больше своя, чем если у меня там коучинговая сертификация.
Ну, то есть как бы вот эти моменты. И у меня была возможность учиться, это была там часть договоренности с мужем, что он учился, теперь я учусь. И, собственно говоря, я поступила в магистратуру, окончила ее за 4 года. Там долго, там только год интернатуры, то есть работы в агентстве с разными случаями. Еще 2 детей в процессе завела. Так что было как-то... Там в среднем за 3,5 года заканчиваю, так что я не сильно задержалась, вот, но тем не менее. Да, очень интересно, что такая долгая магистратура, потому что, насколько я понимаю, на большинство профессий это 1-2 года, да? Я знаю, что, да, есть разные профессии. То есть я выбрала магистратуру с гибким графиком, потому что в том числе мы понимали, что, например, будут дети, и какие-то кварталы я брала там, условно, 9 кредитов. Это магистратурские кредиты, там уже 3, это часов 15 в неделю загрузка. То есть если ты берешь 3 курса, то ты получаешь себе, ну, если особенно английский второй язык, то это уже 40 часов в неделю как бы загрузки с документами, письмами, всеми этими papers, письменными работами. В общем, Как эта зона у эссе, меня на да, английском. наверное. Не, скорее Окей. академические исследования. То есть я проводила там свои исследования, например, на тему иммиграции, как это влияет на женщин, особенно если они переезжают вот как +1 к мужу, что происходит с человеком, с карьерой, вот я там с такого рода вещи. Или там собирала данные, анализировала разные источники. То есть это академические бумаги, то есть это не формат эссе. Это очень специфичный язык, очень специфичное оформление. Полноценное Неважно. исследование, в общем, да? Скорее, что некоторые, да, некоторые Окей. попроще. Скорее, библиографии с ним. Ну, там, говорю, это нюансы именно вот такой академической истории, когда там одна бумага 10 страниц, другая 25. И как бы это большая разница и в объеме работы, и в структуре, и так далее. Плюс там есть еще эти стили, как это писать. Ладно. Я говорю про 9 кредитов, потому что я знаю, что во многих университетах, особенно в bachelor, например, на уровне бакалавриата, там эти 9 кредитов — это, не знаю, 10 часов в неделю. То есть они берут там по 10, по 15, еще что-то. В моей магистратуре нельзя было так сделать. То есть мне нужно было 90 кредитов, и как бы больше там, условно, 9 кредитов они вообще не рекомендовали никому брать. Соответственно, если как бы я там была беременна, я брала там 1 или 2 курса вместо 3. Когда я, собственно говоря, там восстанавливалась, то есть там после родов первые там, 6 недель, я там обычно, ну, как бы брала квартал off. Довольно сложно прийти в себя, когда ты спишь по 3 часа в день. Вот. Ну, это, то есть такого рода. Я знаю, многие люди делали короче, они, например, совмещали в моей магистратуре учебу с интернатурой, то есть они пересекали вот эти курсы. Я их разбила, опять-таки, чтобы облегчить себе загрузку, понимая, что у меня ребенок, понимая, что у меня муж тогда еще был в консалтинге, он путешествовал 4 дня в неделю. То есть это как бы надо еще тоже умудриться. И есть магистратуры, которые короче, это правда. Я не знаю в психотерапии, чтобы они были короче 2 лет. Потому что огромную часть там занимает практика. Ну и, честно говоря, как бы если это годовая история, то я не знаю, как они могут туда запихнуть достаточное количество кредитов, чтобы человек к концу этого года не перешел в состояние просто «я все выучил, но я ничего не понимаю». У нас университет был очень практический, то есть он прикладной. У нас большая часть, наверное, была именно практика, что ты садишься на стуле, перед тобой человек, и вы на фоне всех практикуете какие-то навыки, скиллы и же с ним. Вот. И когда я выходила, у меня было намного больше спокойствия и уверенности, как вообще с людьми работать. Хотя бы опыта держать вот эту вот нервную часть, где ты сидишь и там, что я скажу, а если он что-нибудь отреагирует? Ты такой, отреагирует, сейчас посмотрим, где отреагирует. Ну, люблю профессию, поэтому могу долго тоже разговаривать на эту тему. А то, что вы практиковались на людях перед всем классом, это были прям настоящие клиенты, которые давали на это согласие, или вы друг на друге практиковались? Нет. На друг друге, да. То есть нам, получается, было 3 уровня. На первом уровне ты практикуешься с студентами, причем часть из этого записывается, и они как бы потом преподаватель смотрит и говорит тебе, там, что можно поправить. Вот. Вторая часть — это практикум. Это при университете была такая клиника, где можно было по sliding fee, по-русски как это? По очень маленькой цене. Тогда это было $20 за сессию. Когда вот я училась, что человек мог прийти и без страховки, ну, как бы вот это вот работать. И туда же обращались студенты в университете. И, соответственно, это уже вот уровень практики, это полгода было, когда ты работаешь с людьми, которые не твои знакомые и не на, ну, как бы не на всех. То есть вы как бы 1 на 1, но это записывается, это смотрит преподаватель, он выдает же тебе как бы список комментариев, рекомендаций же с ним.
Вот, а потом интернатура. И интернатура ты уже просто со своими клиентами один на один. У тебя есть супервайзер, но он не смотрит твои сессии, он там смотрит документацию, тебя учит писать документацию. Это лучше бы они в универе учили писать документацию. Блин, а то у нас упомянули, что есть 2 стиля, а дальше вы разберетесь. Нет. До сих пор курсы беру, как это правильно писать. Это капец. А зачем нужна документация? Вот, Для соответственно, вот страховок? это да. Да. Ну, это как, есть такое выражение, которое нам его внедряли в университете, CYA, cover your ass. Я надеюсь, это можно слово чем-то заменить. Но идея такая, что это как бы документация, что мы работаем, по факту, это же медицинская профессия. Это риски достаточно большого количества негативных исходов. И несмотря на то, что студентам и первому году не дают уровень там 2 и 3, то есть там есть 4 грейда. 3-й, 4-й — это спокойные более-менее кейсы, в которых там нет паранойи, шизофрении, активных каких-то угроз жизни и здоровью. А 1-й и 2-й — это acute, это острые ситуации, которых студенту не дают. Если это правильная интернатура. Если это неправильная, то это очень плохо. И, соответственно, ты всегда документируешь. Если клиент сказал что-то, не дай боже, там, на тему там, угрозы для себя, для окружающих, что в этом случае эскалировать, не эскалировать, но это должно быть задокументировано. То есть у меня как бы в notes прям шаблон, что вот эти вещи как бы я отметила, вот эти я не отметила, ну как бы там, что есть ли риск для жизни клиента, там есть, нету, а есть ли риск для жизни окружающих, есть, нету. Потому что люди бывают разные, и нюансы такие имеются. Плюс нужно указать, там, какие интервенции мы использовали, какие темы они обсуждали. Нужно аргументировать диагноз для страховой. Отдельная тема, кстати, вот эта вот боль, когда клиент приходит, я хочу поднять самооценку, а такого диагноза нет. То есть приходится как бы сбоку искать, там, откуда условно это низкая самооценка, это может быть там травма из детства, это может быть высокая тревожность, это может быть какие-то депрессивные признаки, ну, то есть вот из этой категории. Это нужно аргументировать. То есть мне в каждом документе, который я пишу для страховой, должна быть аргументация диагноза. Почему я считаю, что этот диагноз valid? Вот. Справедлив. Сори. Очень интересно. Слушай, вот, кстати, такой вопрос, который у меня в разговорах часто возникает. Люди иногда боятся идти к психотерапевтам именно потому, что им могут что-то написать. Такое, что потом будет теоретически пагубно воздействовать на их будущую жизнь. Там, я не знаю, на получение прав, на получение лицензии на оружие, например, или там на трудоустройство в какие-то компании. Вот есть что-то такое, есть какие-то вещи, ну, понятно, что если они там, допустим, угрозу окружающим предоставляют, это да. Если они предоставляют угрозу себе, допустим, если там человек в депрессии, или если у него там суицидальные мысли были, или еще что-то такое, может как-то повлиять? Грубо говоря, это будет топик, который нужно обсуждать с терапевтом. Потому что есть люди, которые ведут чуть ли не до подробностей, вот там записывая все. Есть люди, которые ведут, например, меня учили вести так, чтобы кто бы ни взял ноутс, там не было понятно, о чем идет речь. Ну, кроме вот из серии, что мой папа там сделал вот это, вот это. Мы заменяем слово папа на family member. Особенно актуально для кейсов, где есть развод, где еще что-то. То есть как бы вот такие моменты, где суд может затребовать ноутс, чтобы вот в этих ноутс не было чего-то такого, что ухудшит состояние клиента без необходимости, скажем так. Вот. Я заранее с клиентами обсуждаю. Например, там я не вношу случаи, я не знаю, использования наркотиков, если они были до. Если они прямо сейчас идут, то, во-первых, я отказываюсь работать с клиентом, потому что это не моя специализация. Я не умею работать с зависимостями, и они требуют работы in person. То есть как бы в личную. Я работаю онлайн, и это очень плохо работает с зависимостями. Соответственно, ну так. Также я мало фиксирую вещей, которых нет необходимости. Вот. Но диагноз сам по себе теоретически может повлиять. Но, честно говоря, это как бы та история, в которой эти правила написались кровью. Да, вот как любое правило в аэропорту, оно было создано после какого-то теракта, который унес жизни людей. Вот эти правила с депрессией, с оружием и же с ним, там, с правами на самолет, они существуют по какой-то причине. Здесь сложный момент. Я спрашивала у своих профессоров, как отразиться. То есть там по закону сейчас наличие диагноза, оно не должно как бы как-то влиять на страховую, потому что mental health сейчас приравнено к здоровью, и теперь оно в каждой страховой включено. В той или иной мере оно включено.
Да, то есть этот закон, кстати, недавний, по-моему, несколько лет ему, когда вот они сказали, что ничего не знаем, чтобы mental health был частью любой страховки. Но некоторые ставят там типа 10 сессий, некоторые ставят 25 сессий в год условно, некоторые начинают аудиты и проверяют нас, что мы там все аргументировали правильно или нет, в общем, нюансы. Но правило такое есть. И на основании какого-то диагноза в страховке, например, отказать не могут. В работе я знаю только кейсы не знаю, с космической отраслью, да, с такими ситуациями, где это важно. То есть дискриминировать на этой базе нельзя, равно как и на любой другой по здоровью. Но в некоторых отраслях это критически важно. Да, такое может быть. То есть если вы хотите работать в НАСА, вам самим еще стоит, чтобы у вас было очень стабильное ментальное здоровье и же с ним. Наверное, самый большой риск, честно скажу, люди, которые хотят купить оружие, вряд ли пойдут в терапию. Редко у них совпадают эти пересечения. Реальный кейс — это если женщина в процессе развода идет в терапию, и там что-то начинает про мужа, про детей, еще какие-то вещи. Там есть нюанс. Во-первых, я являюсь, как бы любой человек с лицензией, это в том числе, например, школьные учителя. Мы являемся mandatory reporter, это я обязана заявить. То есть я обязана заявить, если я слышу о ситуациях, когда ребенок страдает, то есть есть варианты абьюза или neglect, например, его оставили дома там на 10 часов одного, грубо говоря. Я об этом всегда заранее предупреждаю. То есть у меня нет задачи пойти и посадить клиента или на него социальные службы натравить, у меня есть задача ему помочь. Я предупреждаю, что могут быть такие нюансы, просто это есть. Я обязана. Это моя лицензия. А если я это не сделаю, если это вскроется, то у меня забирают лицензию. Точка. И также относится к этим vulnerable adults, то есть это инвалиды и пожилые. То есть во всех этих случаях я обязана заявить в соответствующие службы. Не в полицию, а именно в соответствующие службы. Это обычно CPS, они начинают проверять. И я имею право нарушить конфиденциальность, но не обязана, если я верю, что человек угроза для себя или для окружающих. В этом случае я могу эскалировать вплоть до полиции, волчека и каких-то таких нюансов. Да. А в целом эта конфиденциальность, она очень сильно защищает. И это то, кстати, за что клиент может прижать терапевта, если мало ли где-то конфиденциальность нарушена. Что специфика маленьких сообществ иммигрантских, что если человек говорящий, то он условно через второе-третье рукопожатие знает достаточно много людей. То есть у меня достаточно много клиентов, у которых у нас есть условно вторые, третьи общие знакомые. И одно из первых вещей, которые я говорю, что я вас не знаю, пока вы меня не знаете. То есть я не описываю вашу ситуацию у меня в блоге, у меня достаточно американских клиентов, что если я хочу принести какую-то идею, то я могу взять это оттуда. Да, то есть это я защищаю конфиденциальность, не принося никакие детали никуда в публичное пространство. Но есть люди, которые это не делают. И я просто знаю такие кейсы. И не знаю, кто это будет слушать. Вы имеете право пойти в Department of Health и заявить, что это было. Что человек нарушил конфиденциальность. Что, честно говоря, я бы хотела, чтобы больше людей заявляли, что какие-то вещи были не так, потому что это для терапевтов это accountable. То есть, да, мы люди, да, мы глупим, мы забываем, мы что-то не понимаем, мы какие-то нюансы не ощущаем. Но когда к тебе приходит департамент здоровья и говорит: так, пошел, сделал год обучения, 5 курсов по этике взял или еще что-то, но если это несерьезное нарушение, то после этого начинаешь как-то чуть по-другому относиться и чуть более безопасное пространство в себя создавать. Нет, это очень здорово. И мне кажется, конфиденциальность — это второй по популярности вопрос, который волнует действительно людей, которые приходят в терапию, особенно первый раз и так далее. Так что да, спасибо за такой подробный ответ. Вначале ты упомянула про психотерапию как медицинское образование, магистратуру и коучинговую лицензию, сертификацию. Окей. Расскажи, в чем разница? Я правильно понимаю, что коучинг — это не медицинская история, и это больше связано с работой? Слушай, я уточню на всякий случай. Психотерапия, она приравнена к health services, то есть она требует лицензии, она оплачивается страховой, но это не медицинская специальность серии как MD. То есть я не имею права выписывать лекарства, я не имею права, я не знаю, какие-то процедуры делать, кровь брать, еще что-то. Нет, это не то.
Она просто вот, она является одной из специальностей, которая Мгм. страховая покрывает с точки зрения здоровья. Коучинг не является, соответственно. Специфика. Значит, терапия, услуги терапевтические, они являются отраслью достаточно регулированные. То есть там достаточно много регуляций, там есть этические кодексы, там есть законы по применению, по количеству, там страховки, не страховки, там очень много чего. И, в принципе, когда ты идешь к человеку, который прошел все эти круги с лицензией, то, как бы, по крайней мере, у него там, не знаю, 2 часов этики. То есть ему этический кодекс вбивали несколько лет и, как бы, будут продолжать вбивать. У меня там требования сохранения лицензии — это то, что я раз в год беру Мгм. курс по этике. Точка. То есть вот такие вот вещи. С коучингом там немножко другая история, потому что сертификация, получается, некоторые, сори, некоторые делают это за неделю. И я думаю, ё-моё, что вы за неделю выучите? Как бы у меня заняло сколько? Месяцев 8 получить сертификацию коучинговую. Вот. Нюанс. Лицензия, она регулируется на уровне, в том числе, государства. То есть это госорганы, там уровень штата, уровень государства, которые вот это все регулируют. Коучинг сейчас регулируется организациями М. коучинговыми. То есть, например, International Coaching Federation. То есть такая группа людей, которые собрались и сказали, вот мы сейчас будем создавать там этические стандарты, аккредитовать программы и говорить, что вот как бы, ну, давать какую-то форму профессии. Вот, соответственно, чтобы получить вот эту вот сертификацию, которая у меня, там мне нужно было набрать энное количество часов учебы в одном из их аккредитованных мест, попрактиковаться энное количество часов, пройти супервизию, сдать экзамен, который был, кстати, 2 часа, там сколько-то там, уже не помню, сколько вопросов. Ну, то есть это как бы, это было очень сильно приближено к терапии с поправкой на то, что ты не 3 года, как бы, там, год в это вкладываешь, и не, сколько там, не 1000 часов терапии, М. а 100. Ну, то есть вот. Но это все равно, что я соблюдаю этот кодекс, я понимаю специфику, и очень-очень много фокуса и в терапии, что в коучинге — это не Мгм. навредить. Да, как бы не увести куда-то не туда, держать границы себя и клиента, что там мы идем, там шашка наголо, тебе надо делать это. Ни в том и ни в другом случае. Вот. Коучинг в этом плане еще больше как бы лейбэк, в отличие от терапии. А, Вот. Если у человека, он говорит, что он коуч, но у него нет сертификации, вообще непонятно, где он этому учился, чему он учился, как он этому учился. То есть если у него нет, я не знаю, 20 лет, например, опыта в какой-то отрасли, вот если у него есть там 10-20 лет опыта уникального, и он говорит, вот теперь я коуч, то он скорее как футбольный тренер, который вот реально будет говорить, что делать, и он будет в этом плане Мгм. больше консультант. Но он скажет что-то полезное. А вот если человек приходит и говорит, я коуч, и у него ничего нет позади него, вот это риски. Вот это одна из проблем профессии, что люди приходят и, ну, как бы с бумажкой, типа, я прошла курсы 70 часов, а сертификации нету. То есть человек не прошел вот эти дополнительные хупс, шаги, где он там брал супервизию, получал фидбэк, точно получил количество часов, там вот как бы, ну, такая серая зона, где вот она мне не нравится. Вот. Такая базовая разница, вот если говорить с точки зрения Мгм. документов между коучингом и Ну да, терапией. и получается, они могут это делать, потому что государственной сертификации как таковой нету. Да, то есть... Да-да-да-да-да. У меня на самом деле был один случай. Я как бы легко и открыто помогаю потенциальным коллегам. То есть у меня достаточно много вариантов, когда мне пишут, а можно про это спросить? И я отвечу. Если это не клиентский запрос в формате там, тревожности или депрессии, а именно профессиональные вопросы, там, какой университет, какие нюансы, я активно помогаю. Потом в итоге записала с WorkChat Seattle интервью, где все рассказала, что сказала, окей, вот смотрите интервью, и после этого, если есть вопросы, приходите, я помогу вообще без проблем. Но как бы повторять заново одно и О, то же не класс! хочется. Скинь мне, пожалуйста, И ссылочку, я добавлю в описание на интервью в чате. Да, я есть. возвращаясь к истории про человека, вот мне такой человек достучался, говорит, окей, как стать коучем? Я говорю, ну, такая разница. Примерно то же Мгм. самое, что вот я сейчас тебе рассказала, я ей рассказала. Окей. Через пару дней вижу, как человек начал писать на всех фейсбуковских группах о том, что она коуч, по совместительству еще соцработник, юрист и так далее, и решает вопросы там отношений, жизни, жизненного баланса, разводов, не разводов, короче, все. А еще она сертифицированный переводчик и так далее. Я просмотрела, мне, честно говоря, было очень стыдно, что, ну, в какой-то мере я поспособствовала как бы внутреннему разрешению человека Мгм. назвать себя коучем. Вот. И я при этом точно знаю, что у нее нет бэкграунда. И как бы я же с ней общалась, я понимаю, что у нее навыков у нее тоже Окей. нет.
Вот таких вот. То есть оно как бы вот это мне очень не нравится. Поэтому, если хотите работать с коучами, я работаю с коучами. У меня как бы терапевт и коуч, и я очень люблю вот такие помогающие профессии. Для меня это много дает самой. Но я всегда иду с человеком, которому я доверяю, которого я видела, про которого я понимаю, как он учился, потому что я понимаю, сколько он там сил вложил вот вообще в профессию, и какие вещи от него ожидать с точки зрения той же конфиденциальности. Очень интересно, спасибо большое, что говоришь о таких вещах. И ты в какой-то момент упомянула, что важно не навредить, что это вот прям первое, о чем думает Да. психотерапевт. И я помню, ну, вот когда мы с мужем первый раз приходили в терапию, и я пошла первый раз в терапию, и вот мой муж, типа, думал, боялся, переживал там и так далее. Я помню, что прям наша личная история. Я взяла 5 сессий сначала с психотерапевтом, и мы договорились, что через 5 сессий я ему скажу, что я по поводу нее думаю, там, может ли она ему помочь. И я помню, что вот по окончании 5-й сессии я ему сказала, что я понятия не имею, может ли она тебе помочь, вот, но я знаю, что она тебе не навредит. Вот, и мне кажется, что это действительно важно, потому что это большой страх людей, которые приходят в терапию, о том, что психотерапевт может навредить. И ты уже сказала по поводу образования, что желательно, чтобы у человека была какая-то лицензия, было какое-то образование и так далее. А вот скажи, может быть, еще какие-то red-флаги или какие-то вещи, на что людям обращать внимание, чтобы, ну, когда они выбирают себе терапевта, особенно первого, когда у людей нет опыта. Можно Да. отдельный вопрос? Просто я услышала, что вы, получается, с мужем с одним терапевтом Да. работали? Я знаю, что такое редко бывает. Она была Нет, не из она была не из Америки. Америки. В Америке это запрещено? Потому что нам запрещают такое делать. Окей. Да. Это называется двойные отношения, и есть риск, что вот поработать с одним, и ты приносишь отношения к другому. Особенно если про друг друга что-то упоминают, и это потенциальный риск для клиента. Кстати, знаешь, Вот, что мы поэтому... один раз занимались с американской психотерапевткой, и я помню, что тоже вот я к ней пришла, и я ей говорила о том, что мой муж тоже хочет, и я ей говорила, что там с предыдущим терапевтом мы занимались вместе. Это не было для нас проблемой, то есть нам, наоборот, нравилось заниматься с одним психотерапевтом. С психотерапевтом мы просто договорились, что она соблюдает конфиденциальность. Она не обсуждает там со мной то, что она обсуждает с ним, она не обсуждает с ним то, что обсуждает со мной и так далее, а мы друг с другом обсуждаем все, что нам хочется. Вот, ну и как бы нам комфортно было в таком сеттинге. Хорошо, что вы это обсудили заранее. Мы это прямо обсуждали это важно, с терапевтом и друг с другом, что вот нам нравится такой сеттинг. Да, американская психотерапевтка мне сначала сказала нет, что это не, ну, по ее этическому кодексу это не работает так, и то, что она мне там рассказывала, что если вы там захотите развестись, а что если у вас там начнутся какие-то проблемы и так далее. Но она согласилась. То есть, причем я даже не настаивала. То есть, на одном занятии она мне сказала нет, я сказала, ну, окей. Жалко, конечно, нам сложно было найти именно здесь, в Америке, в тот момент терапевта. Вот, но она согласилась. Но через несколько занятий она мне сама сказала, ну да, наверное, действительно сложно, сейчас все занято, еще ковид был, действительно сложно было найти, все были заняты, и она сама согласилась. Вот, то есть... Я как раз хотела спросить именно про значимость для клиента. Да, что как бы если нет других терапевтов, там, условно, на миле 50, то для терапевта будет важнее помочь. То есть, скорее всего, она взяла там сессию с супервайзером, обсудила с ней эту тему, как бы они построили такой формат, и вот именно в ситуации emergency это допустимо. Да, то есть, если ко мне придет человек и скажет, все, я никого не могу больше, вот, ну, нет у меня сейчас, нормально. То есть, как бы, да, реалистично. Если, как там, не знаю, ну, он ни с кем не хочет, он хочет только с моим, ну, такое, то есть, там, вопрос будет, да, то есть, будет зависеть от сеттинга. Но то, что она подумала, обсудила, и вот этот вот момент, что ковид, не найти терапевта, в тот момент реально было очень сложно найти терапевта, она просто, как бы, в режиме, что мы выбираем благо клиента. То есть это, скорее всего, было тоже задокументировано, что там было как бы принято как отступление, потому что вот это потому-то и потому-то. Там такие-то меры соблюдены с ее стороны. Ну, как бы my guess. Окей, то есть, да, я поняла, рамки есть, но они не то чтобы прям жесткие.
То есть какие-то особые случаи? То есть вот есть, грубо говоря, базовый этический кодекс, а есть там, например, этика маленьких комьюнитис. Да, когда ты единственный терапевт на 50 миль. У тебя не может не быть двойных отношений. Ты пойдешь на йогу, но это единственная йога, там, я не знаю, на эти 50 миль. Ты единственный терапевт. То есть ты в любом случае будешь пересекаться с этими людьми в магазине, на вечеринках. То есть, ну, как бы ты не можешь себя полностью изолировать. Я, например, я с коллегой с Аляски готовилась к экзамену тогда еще первому. И она мне рассказывала, что она, во-первых, ездит домой. Ну, как бы у них Аляска, причем Аляска из серии 30 километров от России, то есть это даже не Анкоридж, это как бы сильно севернее. Там. Вот, то есть она знает всех, ее знает, как бы к ней заходят, ну, то есть, ну, просто там так работает. Да, то есть вот такое вот комьюнити. И это как бы как-то лучше, чем ничего. Это просто требует, ну, определенных таких нюансов балансирования. Вот. Но поскольку такая ситуация, то терапия нужна. Окей. Им тем более, на самом деле. Там свои нюансы, да. Очень интересно. А про red-флаги? Про red-флаги. То есть, если это американский терапевт, первая сессия практически всегда начинается с такого, как informed consent, из серии там, что ожидать, что не ожидать, то есть, ну, как бы выяснение отношений. Если человек просто начинает так, давай мне рассказывай, то он как бы не соблюл ваши правила вот, с точки зрения уведомления вас как бы о правилах конфиденциальности, о правилах взаимодействия же с ним. Вот, это нарушение. Несмотря на то, что вы уже подписали бумагу, перед сессией вы обязаны это сделать. То есть сессия не начнется, пока вы не подпишете согласие на терапию. Вот. Тем не менее, как бы, по крайней мере, в штате Вашингтон я обязана проговорить это там первые 5-10 минут. Это вот про технические такие нюансы. Вот. Если человек просто с бухты-барахты, то нет. Если от его вопросов и тона вам становится дискомфортно. Вот, наверное, вот так вот. То есть здесь как бы здесь такой тонкий нюанс, что у ряда людей, например, с пограничным расстройством личности, будет red-флагов намного больше, они будут реагировать намного сильнее. Хотя терапевт, может быть, там, с ним все нормально. Вот. Мое общее правило, если прошла одна сессия, я всегда говорю, слушайте свои ощущения после. То есть я ваш или не ваш, вы на самой сессии не поймете, потому что вы будете стараться быть как хорошей девочкой, отвечать на мои вопросы, понравится мне. Ну, просто вот такое взаимодействие. И мне важно, чтобы вы посидели с этим послевкусием. И осталось ли у вас ощущение, что из вас вытянули энергию, не осталось ли? То есть вот эти red-флаги, они даже могут быть не на сессии, потому что у нас очень много своих сразу скрывается таких, как мы привыкли коммуницировать, как мы привыкли там, добиваться, понравиться от окружающих. Очень важно почувствовать именно после. То есть у вас, это может быть даже как бы потеря энергии, она там вот как бы как из вас высосали жизнь или нет. Да, потому что бывает, что человек, например, после там сильно тревожный, после терапии успокоился, и он понял, что насколько он устал. Это хорошая вещь, у него тревога отпустила, теперь он может отдохнуть. Да, бывает так, что вообще сил нету, да блин, да не хочу я на эту терапию. Это нормально, вам стоит попробовать другого терапевта. Как бы, ну, понятно, что когда там терапевт начинает рассказывать про себя в подробностях, я не знаю, про свои проблемы с чем угодно, если это не относится к вашей проблеме и без вашего разрешения, если начинает давать советы любые, если там происходит какой-нибудь belittling, он такой как бы преуменьшение вас, постановка вас в детскую позицию из серии там ты там девочка, да ты послушай, что я тебе скажу, я тебе старше. Или, ну, любые такие даже подтексты, они нарушают... ну, тут момент. Есть терапии, которые предполагают вот такую постановку. Я просто не люблю такого. У меня очень большой фокус на ты сам решаешь, ты самостоятельный взрослый человек. Я поэтому с детьми, например, не работаю. У меня очень большой фокус на свободу, на вот самость. Как бы моя личная ценность. Я людям помогаю именно вот себя сделать. Соответственно, как бы я могу им давать знания, я могу давать им информацию, но я не буду говорить «иди и делай». Как бы не моя история. Вот. Дальше про red-флаги. Это будет нюанс, скажем так, уже после взаимодействия. Если терапевт подписывается на вас в соцсетях, комментирует ваши посты, убираем сразу. У этого человека нет границ. У этого человека нет понимания границ, и это непонятно, как выстрелит. То есть, как бы, я просто знаю, что в постсоветском пространстве это случается. Там, типа, вот я училась вести блог, и мне человек говорит, а что такого-то? Вот у меня была терапевтка, она у меня училась, потом я у нее ходила на сессии, потом она мне что-то увидит мою историю, что-то мне откомментирует. Я такая, ну, блин, вот этот enmeshment, то есть, ну, пересечение полное, то есть, как бы, это большие риски. Я не могу сказать, что это всегда отыграет в плохую сторону, но это большие риски, которые я, например, не готова на себя брать.
То есть это как бы там терапевт, который за вами следит. Ну что это такое? Не должно быть такого. Терапия, это вот она заканчивается, когда у вас закончилась сессия. И дальше терапевт за вами не отслеживает. У меня в соцсетях просто, у меня периодически находятся в сетях клиенты, я периодически вижу их как рекомендации, я просто убираю. То есть я никогда не захожу на профайл, я никогда не читаю посты, никогда не смотрю фотографии. Никак. Даже в групповых, если они пишут, например, я вижу, что я как бы просто пролистываю. Потому что вот это очень важно. Никогда не ищу их в соцсетях. У меня есть несколько художников, и мне так интересно посмотреть на их работы, честно. То есть я знаю их имена, я могу их найти, и я это никогда не сделаю. Не, в этом плане я понимаю. То есть вот этот сеттинг, он действительно важен и для клиента. То есть, ну, как-то какое-то понимание, что это именно твой терапевт, это не твой друг, это не твой приятель, там, и так далее. Не твоя мама Да, в том числе, да. да. Да, тоже наша личная история. Мы перестали заниматься с психотерапевткой, которая нам очень нравилась, потому что в какой-то момент мы сами нарушили границы в том плане, что мы стали общаться как друзья. Ну и все, как бы после этого это уже, ну, уже вот этих вот границ клиент-терапевт не было. И оно просто теряет Мгм. эффективность. Есть же Однозначно. причина, почему мы не работаем с друзьями и с семьей. Оно реально теряет эффективность. Оно может в этот момент не вредить, но и терапевт должен отследить вот такое. То есть у меня было несколько кейсов, когда я прям приносила клиенту, говорю, тоже с соцсетями, как бы, что вот, мне кажется, начинает проблема. Я хочу ее обозначить, поставить перед тобой, чтобы ты понимала. Да, как бы тебе как с этим? Вот. И с одним клиентом мы так расстались, просто потому что, как бы я готова дать другие рекомендации всегда. Вот. С другим клиентом какое-то время еще продолжили работать, а потом тоже как бы взяли паузу и расстались. Мгм. И это важно. Я всегда за то, чтобы у клиента был прогресс. И я не всегда тот человек, с которым у него будет прогресс, или там с той скоростью, которой он хочет, чтобы этот прогресс был. А ты еще упомянула подходы. Ты сказала, что есть разные подходы, когда психотерапевт как бы дает какие-то советы, или когда психотерапевт, наоборот, там, задает человеку Мгм. вопрос, чтобы человек сам пришел к этому. А вот расскажи, в каком подходе ты Мгм. работаешь? У меня база это когнитивно-поведенческая. Я очень хорошо всегда слышала и слышу discrepancies, такие вот как бы дырки в логике, да, где человек спотыкается, где вот он мне рассказывает историю, тут бац, и у него такое-то завихрение, и вроде шли по речке, бац, идем в каком-то лабиринте. Ну, то есть я сейчас условно, но вот я это очень хорошо слышу в речи. Я не все сразу выношу клиенту, тоже, знаете, сносить человека не сразу хочется, но я слышу, где вот как бы у него, вот какая область у него, вот она вокруг него что-то не работает. Когнитивно-поведенческая, DBT я много использую, это Dialectical Behavioral Therapy. Я не знаю, как это Диалектический поведенческий подход, да. диалектическая. ДБТ, так и есть. Да. Вот проблема, что я училась в Америке, у меня перевода на русский некоторых вещей просто нет. Я это в России не изучала, не читала вот именно как научную часть. То есть это очень такие подходы, они очень логические. DBT вообще, он, по сути, одевает вокруг вас такую масочку, как реагировать. Офигенно работает с теми, у кого внутри вот такая вот паника, Мгм. броуновское движение. Прекрасно работает с такой стабилизацией. Я его часто использую с такими клиентами. Но вот когда вот это броуновское движение заканчивается, иногда, наоборот, замирание. И вот эта когнитивная часть перестает работать. Вот у постсоветского пространства есть два варианта. Либо вот такой вот беготня, и Мгм. тогда DBT, или вот и CBT. Либо, наоборот, настолько классно сформированные интеллектуальные защиты, что когнитивка не работает. Потому что то есть не пробиться. То есть надо выходить другими способами, через там правое полушарие, через какие-то эмоциональные образы, через метафоры, через там соматические части. Я, кстати, буду получать такие сертификации по соматической терапии, потому что не работает один М. подход без другого. То есть, как бы в моем представлении, вот то, что я вижу, если бы я делала только один подход, он классный, но у него есть много ограничений. Он как бы когнитивно-поведенческое, оно очень здорово развивает рефлексию, то есть мы учимся отслеживать свои мысли. Но вот там, например, пройти через травму, пройти через опыт тела какой-то, с ней Мгм. очень сложно. А мы цельный организм. У нас не так, что у нас там голова отдельно от тела, и как бы мысли формируются отдельно от тела. Нет. У нас там уровень дофамина влияет на нашу мотивацию, там уровень серотонина на там, ощущение счастья жизни. А если такие базовые, те же эмоции, у них там есть физиологическое воплощение в виде энергии в нервной системе. Это можно посмотреть на компьютере. То есть просто брать отдельно мысли и работать только с ними,
ну, мы отрезаем там 2/3 минимум от того, с чем мы могли работать в терапии. Поэтому у меня вот я набираю, я смотрю, что работает, что не работает, и пытаюсь сделать... Это всегда такое идет у всех профессионалов, такой Мгм. интегративный подход. Когда ты берешь какую-то базу и вокруг нее добавляешь, вот что не работает, что лучше по-другому перестроить, чего не хватает в этой базе. Вот, у меня много attachments в том числе. Это во многом стиль просто про формирование отношений. Это привязанность, это теория привязанности. Это во многом про опыт для клиента иметь открытые и честные отношения, где я что-то приношу открыто и честно, где он не может приносить открыто и честно, где мы иногда можем поругаться, это нормально. И мы после этого будет это называется rupture and repair, когда мы что-то сломали, и мы это соберем. И вот этот опыт собирания, например, для клиента очень значим, когда ему сложно строить М. отношения. То есть мама там, если ругалась, так она уж не чинила. Так вот мы учимся чинить, мы учимся навыку, что нормально можно говорить, и это будет тоже нормально. Ну, вот, наверное, базовая такая тоже штука, что можно прийти в отношения кем угодно, и тебя принимают кем угодно, и ты имеешь право на любые эмоции, и у тебя есть навык восстановления после любых эмоций. Это вот, ну, как бы набор у меня подходов на текущий момент. Еще очень люблю мотивационные интервью. Но это больше коучинговый стайл. Что это такое? Оно работает, когда нужно какие-то... Это один из подходов, когда нужно делать какие-то изменения в жизни. То есть прийти к человеку и сказать, а давай-ка ты будешь по утрам бегать. Вот, и человек скажет, а давай-ка ты пойдешь куда-нибудь. Вот, внутреннее сопротивление у нас гигантское, мы любым изменениям Мгм. сопротивляемся всегда. И мотивационное интервью — это как раз-таки это такой момент, когда мы учимся обходить вот эти вот внутренние М. сопротивления. Когда мы ищем способ, то есть как бы там ценность для клиента, там ты хочешь быть здоровым, окей, какие варианты ты видишь для себя быть здоровым, а что для тебя значит быть здоровьем, там условно, и там что бы ты мог сделать, например, попробовать. Вот ты попробуешь там есть одну овощную тарелку в день, класс, мне нравится эта идея, да, как бы вот такие вот моменты, когда он берет на себя чувство собственности за свои действия и выбирает те, которые у него лежат в таком ближайшем круге. Да, потому что если как бы я приду и скажу, ой, давай, со штангой, еще что-то, человек в жизни в зал не заходил, он на эту штангу отреагирует как на просто, я не хочу эту штангу. То есть как бы очень важно, чтобы человек сам нашел и выбрал для него варианты работы. Вот мотивационное интервью помогает вот это вот проводить. Классно. Классно, спасибо Да. большое. У меня лично очень сильно это отзывается в плане интегративного подхода, потому что, ну, все равно у терапевта, наверное, ну, по крайней мере, с теми, с кем я сталкивалась, был какой-то основной подход. И вот я помню, что наша Мгм. первая терапия была в когнитивно-поведенческом подходе, и она очень нам помогла. Был такой период очень сложный в жизни, когда вообще очень много проблем одновременно свалилось. У меня была дикая тревожность, и я помню, как вот эти вот таблички, Мгм. там вопросы сократического диалога, они прям вот структурировали мышление, они очень быстро помогали в моменте вот именно вот с этой острой тревожностью и так далее. Но в какой-то Мгм. момент когда я уже начала более глубокие проблемы решать с помощью когнитивно-поведенческого подхода, в какой-то момент я уперлась в то, что очень многие проблемы он решил, но были какие-то, допустим, более экзистенциальные вопросы или вопросы, допустим, отношений, вот как раз вот этих вот, да, когда люди упираются, да, вот в то, что проблема какая-то произошла, и нужно пересобраться после этого и, ну, как ее восстановить, в общем, то, что было сломано. С этим как бы помогала когнитивно-поведенческая психология, но были действительно какие-то рамки, ну, вот, после которых она переставала помогать. И вот я помню, что как бы для нас это был тоже Мгм. какой-то такой знак, что можно попробовать другие подходы. И вот сейчас, допустим, Мгм. последний раз мы занимались в эмоционально фокусированном подходе, это больше с упором еще на парную Мгм. терапию. А, И да, я прям чувствовала, что разные подходы работают для разных задач. То есть они все достаточно эффективны, они могут Мгм. решать проблемы. А, Говоря про там, мы еще говорили про иерархию. Вот, например, психоаналитический подход, Мгм. психоанализ, вот он как раз-таки про жесткую иерархию. Я выше, ты ниже. И интересно, я когда училась, я там изучала
То есть терапия, она же не так, что все знают одинаковые подходы. В Америке очень мало психоанализа. Зато очень много М. психоанализа в России. То есть в свое время психоаналитическая европейская ассоциация потратила кучу денег, чтобы зайти первой в Россию, когда вот когда железный занавес упал, и, собственно говоря, там основаться. И до сих М. пор. Я когда там смотрела какое-то интервью, и там говорили, ну, мы изобрели краткий подход, там типа 40-50 сессий. Я это говорила коллегам-американцам, они просто ржали в голос, потому что краткий подход и 50 сессий у них нигде. Это 10 сессий краткий подход. Это где когнитивное как раз хорошо ложится. Ну, страховка типа оплатит 10 сессий, отлично, а Мгм. 50 она вряд ли оплатит. Вот. И в большинстве своем психоаналитики здесь люди их не платят из своего кармана деньги. То есть это страховые редко берут такой подход. В России вот психоанализ, то есть очень вот эта жесткая иерархия выстроена. Гештальт, сказкотерапия — это такие обход мысли наоборот. То есть это вот где не нужно там думать, где вот эта интеллектуальная защита, который блок очень мощный стоит, можно не трогать, можно зайти в правое полушарие, в эмоциональные образы, и там уже что-то вылазит. А те же расстановки, например, которые тоже идут через правое полушарие, это взаимодополняющие методы в моем представлении. Вот. Но здесь есть нюанс. Все исследования, которые есть про эффективность разных подходов, показывают только одну штуку, что не важен подход, Мгм. важен терапевт. Качество отношений, качество доверия между клиентом и терапевтом влияет на результат терапии больше, чем любой подход. Окей. То есть как бы подходы важны, но подходы обычно привязываются к личности терапевта. То есть я не пойду в тот же психоанализ, потому что сидеть с плоским лицом вот так вот слушать за спиной у клиента, ну, мне не заходит. Как бы, и там ряд вещей, которые тоже не пойду делать, там, не знаю, рисовать или лепить глиной. Тоже я очень вот в этом интеллектуальном, скажем так, imagination, вот этом пространстве виртуальном, а вот руками не моя история. Соответственно, как бы у меня этого нет. Несмотря на то, что подход рабочий, эффективный, и же с ним. То есть терапевт, он определяет, какие подходы для него, какие он может использовать, какие его Мгм. личность может использовать, там, с его набором травм, с его набором установок и так далее и тому подобное. Вот. Но в конечном итоге доверие с терапевтом будет самым большим предсказателем. Предсказателем, да, того, насколько эффективна будет терапия. Да. Класс. Ну, нет, очень логично в том плане, что действительно с терапевтом выстраиваются очень близкие отношения. Это доверие на очень-очень глубоком уровне. И мне кажется, отчасти важно поэтому иметь границы. Да, что вот этот человек, которому, чтобы это работало, Мгм. нужно действительно доверять. И в то же время это значит, что вот мы закрыли дверь, и все, и вот никто не лезет, он как бы вам, не знаю, не звонит в 8 вечера, там, еще что-нибудь, не пытается вот эту глубину открыть все время. Что, честно говоря, жить с открытой глубиной довольно болезненно. Окей. А расскажи немножко об иммигрантах. То есть ты работаешь и с американцами, ты работаешь и с иммигрантами. Есть ли какая-то специфика у иммигрантов? Мгм. Возможно, в вопросах, с которыми они приходят, А, или ну, с подходом, который ты применяешь к ним. как бы базово, иммиграция — это травма. Любая миграция — это травма, любой переезд — это травма. То есть есть люди, которые легко проживают это и как бы адаптируют. То есть не вся травма переходит в Окей. PTSD. Да, как не все люди, прыгнув со второго этажа, ломают ногу. Вот как бы, ну, у всех будет сотрясение там и какие-то Мгм. процессы. Это вот такого рода. То есть даже с войной там 20% получает PTSD, но не все. Но специфика постсоветского пространства — это очень высокий уровень, скажем так, такой поколенческой травмы, что там наши бабушки, наши мамы, у них у всех там такой приличный набор просто травм, война, голод. То есть назови мне страну, там будет какая-нибудь фигня однозначно, и это сказывается, то, что дети, соответственно, наше поколение более предрасположено к формированию таких вещей. Там есть отдельный ген, я забыла его название, который, если как бы человек проживает какой-то такой серьезный вот стресс, травму, он модифицируется, и после этого все его потомки, ну, пока, ну, как бы не clear, там, с другой кровью, они будут предрасположены к формированию. Вау. То есть предрасположены к формированию PTSD, да, то есть это, ну, биология, она, то есть как бы говорят, что травма остается в теле и передается, да, она остается и передается риски предрасположенности. Это как бы научно доказанный факт, скажем так. Вот. У иммигрантов просто за счет вот этого стрессового опыта выше уровень тревожности, выше уровень депрессии, чем у Мгм. среднего населения. При этом есть как бы страны, например, где Сомали.
вот это мне было удивительно, Сомали, это вот люди из Сомали, у них есть часто уходят в какую-нибудь шизофрению с параноидальными там visions и так далее. То есть люди так переживают стресс. То есть их как бы культурные особенности, что они вот уходят в вот такой вот там условно мир духов и как бы дальше с ними общаются. Вау. Специфика. Не знаю, насколько биологическая, насколько культурная, я не изучала, я просто такая, так, прикольно. То есть вот именно вот у них вот такая история. Вот. У турков, вот в Германии, например, они чаще уходят в депрессию. То есть они как бы, ну все, сложили лапки, дальше мы страдаем. Ну как бы нюансы. У русскоговорящих, кого я встречала, большая часть уходит в тревогу и немного в депрессию. С тревогой, мне кажется, это вот, ну, это история про все контролировать, я хочу все знать, вот эта непредсказуемость. Мы настолько много жили в непредсказуемости, что непредсказуемость еще и миграции триггерит очень страшно, и как бы начинаются вот такие вот вещи, скачки. Вот. Очень важно, если говорить про иммиграцию, в какие условия человек приехал. Как-то дополнительный стресс, если ты приезжаешь, и ты не понимаешь, где ты будешь жить, сколько ты будешь зарабатывать, как ты будешь, не знаю, в школу возить ребенка и так далее, это тяжело. Это тяжелее, чем если ты приезжаешь, у тебя все нормально, муж работает, ты же с ним. Но, честно говоря, вот так вот, в первый год да, в первые 2 года да, а вот потом наступает такой момент, когда очень частая история, вот, например, для Сиэтла, когда муж приезжает, он работает, а жена как бы остается в этом режиме +1. Да. То есть приезжаешь за карьерой мужа, а дальше ты +1. И у тебя может быть язык не до конца свободный. Очень много людей начинают бояться водить машину. Это получается, что ты сидишь, ты взрослый человек, ты сидишь дома, тебе нужно, чтобы съездить в магазин, тебе нужно просить мужа. То есть это как бы организация. Чтобы позвонить в школу или позвонить в больницу, нужно, чтобы муж это сделал, потому что, ну, как бы и уровень тревоги, что ты ничего не контролируешь в своей жизни, он начинает расти, зашкаливать. Хотя вроде все хорошо, вроде там и зарплата хорошая, и в отпуск ездите, и же с ним, а все как бы упирается вот условно в мужа и в то, что у вас нет вот этой зоны, где вы управляете. Это, кстати, история не относится только к русскому. Я интервьюировала людей из Австралии, из Канады, та же проблема. Если ты приезжаешь за мужем, то ты как бы обнуляешь свою карьеру достаточно жестко. Если только у тебя не какая-нибудь специальность типа того же программиста или, не знаю, вот что-то там научное, которое одинаково во всем мире, как бы база более-менее одинаковая. А все, что связано с коммуникацией, маркетинг, HR, юрист, врач, не дай боже, да, то есть очень разные институциональные вещи, которые в разных странах очень по-разному применяются и не транспортируются, нелегко переводятся. Неважно, какой на самом деле английский, это будет карьерная проблема везде. И вот это вот чувство изоляции — это то, с чем я часто очень работаю у мигрантов. Тревога, изоляция, непонимание, чего я хочу, непонимание, как начать, как выйти из этого вроде комфортного бабла, но в котором некомфортно, но снаружи вообще непонятно что, да, вот. У американцев, ну, как тоже свои стандартные, как профессиональная деформация, стандартные, как свои процессы, но у них обычно такого нет. То есть там очень много тревоги. Вообще тревога после ковида подскочила в 2 раза. То есть там показатели подскочили типа с 20% до 40%. То есть как бы люди, которые вот проживают вот эти тревожные симптомы, и это особенно, кстати, характерно для среднего класса. Я вот удивилась. Я тоже готовила вебинар по тревоге. Я делала... У меня, кстати, можно, да, в блоге там посмотреть. У меня можно даже купить там такой 3-часовая история. Я очень удивилась, когда обнаружила, что именно средний класс в развитых странах самый тревожный. То есть для них тревога имеет самую большую силу, и она самая такая... Она забирает очень много ресурсов. То есть это те люди, которые потом не могут выйти на улицу, которые всего боятся. Это вот именно вот этот средний класс развитых стран. Очень интересно, да. То есть у них уже какие-то базовые потребности закрыты, то есть у них нету такого, что еду не на что купить, и нужно срочно идти на улицу, чтобы заработать себе хоть как-то. То есть у них есть возможность, по сути, Где-то есть, да. Еще, кстати, я забыла название таблички. Ну, в общем, есть, могу тебе потом прислать. Есть разница мышления между бедными, средним классом и богатыми. И это не серии мотивационных книжек и всех этих гуру. Это реальное исследование. У меня была книга «Как работать именно с бедными в агентстве». Потому что специфика мышления такая, что человек, которого как бы непонятно, что кормить семью, он будет думать про сейчас. То есть он как бы планирование, прогнозирование не сильно будет прививаться. Вот.
человек, который очень богатый, он будет думать про то, как сохранить и про прошлое, просто сохранить традиции, про какое-то вот это выстроить, он будет ориентирован больше в прошлое. А вот средний класс сильно ориентирован в будущее. Это те люди, которые максимально покупают М, страховки. Это те люди, которые сохраняют там на колледж для детей. То есть это как бы вот типа там на следующие 30 лет. Те, которые сохранят на пенсию. Потому что бедным как бы на пенсию, ну, нет, сейчас пожрать важнее, а богатым не надо. Да, и вот этому среднему классу вот оно в будущее. А вся тревога — это про будущее. Это про то, чтобы предотвратить будущие негативные события. И когда ты пытаешься просчитать вероятность следующие 50 лет, сколько тебе надо на пенсию откладывать, а сколько будет тогда жизнь стоить, а где я буду жить, когда я буду на пенсии. То есть просто количество тревожных моментов, оно существенно больше. И логично, что, подвергаясь такому определенному типу стресса, ты больше получаешь риска развития именно тревожности. Вот. Слушай, очень интересно и очень логично звучит. Да, обязательно присылай табличку, мы добавим. Известная, кстати, табличка. Это книжка 2005 года. Ее цитируют просто везде сейчас. То есть это именно про терапию, как работать с разными вот этими мышлениями. Там не только про ощущение времени, еще про это чувство собственности, себя, своих сил, способностей, ну, масса нюансов. Класс. А ты сказала вот про вот этих вот Мгм. женщин, которые приезжают как +1, что ты с ними работаешь. А с ними это больше Мгм. коучинг или это больше терапия? Или очень сильно зависит от человека? Скажем так, в юридическом аспекте это чаще всего терапия. То есть если это штат Вашингтон, и я могу принять их страховку, то это терапия. Если мне нужно использовать коучинговые инструменты, я буду использовать коучинговые инструменты. То есть у меня нет проблемы и даже в коучинге использовать терапевтические, потому что на самом деле Мгм. сильно размыто. Вот там тут скорее важно, где находится клиент. То есть у этого World Health Мгм. Organization, это кто, ВОЗ, Всемирная организация здравоохранения, у них есть классификация по функциональности, потому насколько человек в состоянии там справляться со своими обязанностями как взрослому, там из серии там перемещаться без помощи, делать вещи без разрешения, М. зарабатывать деньги, ну, в таком духе. И коучинг — это, грубо говоря, верхняя часть функциональности. Это когда я все могу, но я М. хочу больше. Окей. А терапия — это когда я не могу даже встать с кровати или я не могу выйти в магазин. Вот это ниже часть функциональности. Там самая низкая — это как бы это уже inpatient, это нужно Мгм. в госпиталь ехать. А вот как бы вот этот блок, если человек находится ближе к верхней границе, там подходит и терапия, и коучинг как инструменты. А если он как бы внизу, то там только терапия будет. Ну, то есть я, грубо говоря, не буду там даже двигать его в сторону работы, если он сейчас боится выйти на улицу. Ну, так, знаешь, из серии. Вот. Супер, ты Я всегда сравниваю коучинг. Ага. Не, я говорю, что ты так классно это описала, очень четко про вот эти два уровня, потому что я почему спрашиваю, тоже был ивент WorkChat Сиэтла, на котором задали такой вопрос, помогает ли психотерапия при поиске работы. В женской группе вот как раз, наверное, довольно много там было девушек, которые приехали как +1, и когда началось обсуждение, то есть терапевта там не было, там были просто люди, которые высказывали свое мнение по этому поводу, и мнения очень сильно разделились, то есть там были люди, которые говорили, что нет, это не психотерапия, это коучинг, в этом случае помогает, были люди, которые считают, что психотерапия вообще не помогает, были люди, которые считали, что она помогает и так далее, вот, и такое бурное очень обсуждение было с аргументацией со всех сторон, вот, и мне кажется, что ты прям очень четкий ответ дала в этом случае. Спасибо. Я тебе могу даже такую штуку рассказать. Психотерапия, то есть есть, грубо Мгм. говоря, психология, да, и есть психотерапия. Вот психология — это, думай, как анатомия. Вот ее можно приложить к любой медицинской специальности, она как бы такая базовая, изучение там, ну, не тела в данном случае, М. а там личности мозга. А психотерапия — это метод работы с этой. То есть психологи в Америке, они там больше научные, а психотерапевты — это те, кто именно вот один на один говорит. Ну, может, в группе, но как бы это Мгм. именно говорить. Так вот, психотерапия, как вот counseling, она началась с карьерного консультирования. Окей. Представляешь? Мгм. То есть у меня просто классы были именно карьерного консультирования в университете, потому что это большая часть профессии терапевта. И это как бы, ну, есть люди, которые вот после терапии уходят именно в карьерные вот эти вещи, ну, как бы карьерная ориентация и же с ним. И тут надо понимать, что терапевты редко отслеживают там нюансы того, как писать корпоративный имейл. Да, то есть или там как правильно подать резюме, или как там вот Мгм. этими, чтобы оно Мгм. прошло, или как проходить интервью. Да, то есть вот как бы это реально коучинг, это там, где больше нужно как бы знание индустрии и же с ним. А вот определиться с профессией, понять какие-то свои нюансы, склонности и же с ним очень легко. Потому что вот как раз-таки к этому у меня много инструментов. То есть это именно терапия считается.
Я бы сказала, зависит от того, какую проблему мы решаем. Кстати, если говорить про поиск работы, есть такой сайт careeronestop.org. И этот сайт, он поддерживается Министерством, точнее, Департаментом труда Америки. И там, во-первых, есть тестирование, где можно... Я, кстати, отправляю многим клиентам, кто вот меня спрашивает, я говорю, вот там тестирование, оно бесплатное, это одна из таких классических моделей, которая поможет вам немножко сориентироваться в том, что вам больше подходит, как профессионалу. И они же, что хорошо, они сразу предлагают профессии, которые можно почитать описание серии, что для этого требуется, лицензия, не лицензия, какое образование, где это образование можно около вас получить, какая зарплата, какая потребность в этой профессии следующие 5-10 лет, как это прогнозирует государство. Вот. И так далее. То есть там как бы одновременно можно идти, где учиться, одновременно можно посмотреть, какие вакансии открыты, и одновременно вот сориентироваться, в чем разница между профессиями. То есть если ты положишь куда-нибудь вниз, ну, в смысле, в Да, транскрипте, это будет обязательно, классно. Это очень обязательно. И хороший мы ресурс. приложим сюда скрины. Я не знала про этот сайт, но звучит очень классно. В плане, как ты говоришь, что там будут описания, там будут Мгм. лицензии, там будет прогноз какой-то на будущее. Ну, то есть это как бы по сути все, что нужно Да, да, знать да. человеку, который выбирает. Там нету таких, типа, современных, потом, условно, последние 5 лет профессий. То есть, как бы там визуальный дизайнер, я не знаю, может быть, что-то будет, что-то не будет. Последние языки программирования вряд ли будут. Но базисно вот понять какие-то свои склонности, какие варианты есть, Мгм. очень помогает. Окей, спасибо. Да. А скажи еще, ты работаешь, Мгм. допустим, с вопросами адаптации детей? Ты сказала, что ты с детьми не работаешь, но вот, допустим, с родителями, которые там очень сильно переживают из-за своих детей, особенно, допустим, с иммигрантами, которые переезжают и думают, как их ребенок встроится и прочее. Я, кстати, сейчас как раз М, готовлю такой мини-курс на тему второго поколения иммигрантов. То есть у нас же мы как бы первое поколение, а вот наши дети — это второе поколение, second generation. И у них есть определенный пласт проблем. То есть у них выше... Ряд исследований показывает, что у них выше риски по тревожности, депрессии и идентичности, то есть они не совсем понимают, кто они застревают между культурами. Вот. Соответственно, это не сильно способствует, например, в школе, в старших классах понять, кто ты, что ты. Часто еще возникают конфликты в семье, такое несовпадение values. Когда тебе папа говорит, там, сори за шаблонное, но если папа говорит, там нужно пойти и дать сдачи, а американская школа дать сдачи вообще не воспринимает, нужно, ну, это большая проблемная реакция, то он как, я должен соблюдать лояльность к папе или там мгм, делать так, как нужно. Вот. У меня, например, клиент китаянка, то есть ее родители там, китайцы, и она выросла в Канаде. Ну, и она, когда искала резюме, ей объясняли, мгм. резюме, работу, ей объясняли, значит, ходишь в каждый магазин, говоришь, что тебе нужна работа. Она такая, это сейчас так не работает, нужно как бы, ну, оплавиться онлайн. То есть в тот момент это было нормально. Вот. Сейчас, наверное, кстати, можно снова ходить в магазины, потому что онлайн не сильно проверяют. Но это был большой конфликт, потому что родители, ты нас не уважаешь, ты не слушаешь, что мы тебе говорим, это же Мгм. Азия, это же взрослые, ну, в смысле, это как бы вот эта иерархия, уважение к старшим, это был огромный конфликт. И вот такого рода столкновения, они достаточно системные и могут вызвать много проблем для второго поколения. То есть у меня, наверное, вот треть практики — это второе поколение иммигрантов, которые как бы, а как мне быть с мамой, я ее не понимаю. Она меня не понимает, я не могу на ее языке говорить, я не могу ей даже сказать, мы вот с этой девушкой-китаянкой искали фразы, как сказать какие-то вещи вот с английского на кантонис, Кантонский, да, это да, южный на китайский кантонском диалект. диалекте она. Кантонский диалект. Да-да-да, вот. И она говорит, я не знаю таких слов. Я не понимаю, как сказать такого, ну, как бы нет такой формулировки. Вот. То есть вот это вот разрыв коммуникации. В общем, я у себя как раз в курсе сейчас вот собираю информацию, как проанализировать, как увидеть у ребенка, что происходит, какие есть методы воздействия, что вы можете сделать, что вы, как бы, то есть с точки зрения того же вот этой разницы в ценностях, как вы можете объяснить ему, что у вас будут разные подходы, да, есть разные методы, как это работает. То есть вот такие вот вещи, как их найти, понять, увидеть и как с ними работать. Но я сама не работаю с детьми. Я много работаю с родителями, это да. Но если это школьные проблемы, то у меня же сейчас... Я привыкаю еще это говорить, но у меня групповая практика. То есть на меня работает человек, который как раз-таки работает с детьми. Больше, правда, с М, подростками, не с детьми. Что вся работа с детьми должна быть in person.
до 10 лет бессмысленно работать онлайн. Они, ну, у них когнитивной части настолько нету, чтобы вот через онлайн делать connection. Вот. И вот она школьный психолог, то есть она работает в школе в американской, понимает всю структуру изнутри, она русскоговорящая, она понимает вот именно вот этот нюанс вообще всех нюансов. И, соответственно, когда ко мне приходят с подростком, я говорю: вы знаете, я нет, но у меня есть, в моей практике есть офигенный специалист, она отлично справляется. Вот. То есть я перенаправляю. Но у меня, кроме нее, у нее, поскольку расписание очень быстро забивается, вот, и у меня обычно еще список людей, которых я могу порекомендовать, которые тоже могут быть очень эффективны с такими ситуациями. Класс. А по Вот. поводу вот этих вот поколенческих проблем именно с точки зрения миграции, когда ценности уже довольно разные у родителей и у детей, мы, допустим, тоже на себе это очень сильно чувствуем. Другое дело, что когда ты иммигрант, ты уже по факту иммиграции очень сильно сепарируешься от своей семьи. Но все равно, как бы, Да. даже я на себе чувствую, что очень часто, чем дольше мы живем в иммиграции, тем больше возникает таких ситуаций, когда ты разговариваешь с родителями, и кажется, что вы просто в разных мирах живете, на разных языках Да, разговариваете, да, да. и так далее. А тут, да, получается, они живут еще, они живут вместе с родителями. Но они живут в Да. другом мире. У них другой опыт, они там не ели рисовые колобки на завтрак, грубо говоря. То есть у меня ребенок такой гречку воспринимает, а там булгур и манку не. Если что это такое. Да. Кстати, вот ты упомянула вот с родителями, там есть другой вот нюанс. Это называется горе. В эмиграции горе, оно такое продленное, потому что по факту, когда мы разъезжаемся, мы начинаем жить своей жизнью, и каждым годом дистанция все время Есть увеличивается. такое. Потому что опыт накопится, язык меняется. Я тут недавно узнала слово «душнило». Я долго пыталась понять, что это значит. Потому что это из нового языка, который я уже не понимаю. Вот, то есть мой русский, он застрял вот там, когда я уехала в 15 году, и он не будет сильно меняться. А как бы у моего брата, который живет в Мгм. Москве, он будет меняться. Я видела своего племянника, но я не один раз, когда ему было 2 недели. Как бы у него еще два ребенка с тех пор, которых мы видели только на скайпе, на зуме. И вот эта вот дистанция, она все удлиняется, и это все-таки это гэп. То есть это большая такая дырка, и для многих людей это источник горя. Что я больше не там, у меня больше нет опыта, я больше не, как бы у нас нет вот этого разделенного опыта вместе. И для людей, которые очень сильно ориентированы на семью, на вот эту близость вокруг, это очень болезненно. Еще, кстати, говоря про тип привязанности, исследования показывают, что вот в эмиграции тип привязанности потихонечку меняется на avoidant, на избегающий. Именно вот, я так понимаю, именно из этого гэпа. Да, то есть нет. Это очень сложно исследовать, потому что если ты исследуешь там мексиканцев, это одна история, если ты исследуешь русских, это другая история, и же с ним. Но в целом тренд такой, что большинство, например, детей, они увеличивают эту сторону избегающего. Когда я не буду говорить про проблемы, я не понимаю, как объяснить эту ситуацию, я не понимаю, какие слова использовать, чтобы объяснить моим родителям вещь, которые они никогда этого не сталкивались. Да? То есть они замыкаются, избегают, ну, такой процесс. Ну, вот. И это вот, именно вот это вот горе, оно кикин где-то на там, 3-7 году. То есть это вот позднее, когда ты понимаешь, что ты на самом Мгм. деле один. Мгм. Потому что первые года оно все еще очень близко, все еще там свежи в памяти там кафе, в которые вы ходили, там, я не знаю, прогулки, которые вы делали, там, и так далее. А потом все больше, больше, больше. Окей, спасибо большое. Спасибо большое, что ты действительно рассказываешь очень такие близко мне лично эмпатически отзывающиеся вещи. Это очень здорово. Скажи, может быть, напоследок у тебя есть какие-то советы, как от терапевта для тех, кто эмигрировал, или для тех, кто собирается эмигрировать, или для тех, кто, вот, допустим, в моменте принятия решения, хотят ли они эмигрировать, нужно ли им эмигрировать? На моменте принятия решения я бы всегда искала способ, где Мгм. подстелить соломки. То есть где что можно закрыть отсюда, чтобы там было легче. Вот из серии, там, я не знаю, я написала доверенность на своих родных, тогда на папу и на брата, что они могут делать там все что угодно, там, не знаю, с банковским счетом, который у меня в России, с моей долей квартиры, которая в итоге просто на маму переписала, и сказала, что я не могу туда приехать срочно. Соответственно, я не хочу думать об этом, я не хочу решать эту проблему. То есть это все должно быть у вас. Ну, Мгм. это как пример. А может быть, в обратной ситуации, что там, окей, я когда переезжала, у меня уже был план, что я буду делать.
Да, то есть я понимала среду, я понимала, что с этим делать, я понимала, что я хочу делать, я изучила свои опции, поступила в магистратуру. Очень многие приезжают из серии, ну, сейчас разберемся. И вот это вот сейчас разберемся вместе с культурным шоком, оно очень сильно затягивается. То есть культурный шок, он будет, точка. Вот. А в моменте эмиграции, вот когда вы переехали, если вы как-то привязаны, я, наверное, говорю к женщинам, да, но вот если вот это есть привязка, что вы теряете часть своей автономности, как можно быстрее ее вернуть. Язык, машина, перемещения свободные, какие-то свои кружки и действия, вот прям да. Это то, что позволит вам держать вот эту вот опору на себя, понимание ваших способностей и сохранит вот эту стабильную часть, скажем так. Первое, что я делала, это я начала выводить машину. То есть давать на права, там как бы потребовалось какое-то время, но документы были английский. И первые там 2 года я не общалась с русскими. То есть я не избегала русских, но я и не общалась с ними. Я целенаправленно строила отношения с англоговорящими, чтобы не попасть в другой момент в русскоговорящая ловушка, когда все нужно сделать внутри этого бабла, а контакта с окружающей средой не происходит. Пример, что если в эмиграции 5 лет, и ты не можешь позвонить врачу и договориться об аппоинтменте, это проблема. Это вот если говорить про функциональность вот по этой шкале ВОЗа, да, это где-то вот тут вот внизу. Процентов. То есть как бы надо быть на этом уровне, хоть где-то. Это очень стабилизирует, это очень возвращает веру в собственные силы и уверенность в себе. Наверное, вот так. Еще очень часто в переезде, вот если это вариант +1, и даже не +1, муж идет зарабатывать деньги, а жена занимается всем решением социальных контактов. То есть там найти садики, не знаю, кружки для детей, там разобраться, как работает школа, обустроить дом, разобраться, где ближайшие groceries, ну, в смысле, магазины продуктов, вообще все найти. А где близкий русский магазин, чтобы купить гречку или пельмени, ну, моя история. Вот. И это большой объем. Часть из этого можно сделать заранее, во-первых. Где-то можно проговорить с мужем. Потому что часто муж такой, ну я же зарабатываю, ты там дома сидишь. Точно, сижу на диване и смотрю сериал целыми днями. Понимание, что это тоже большая нагрузка. И понимание того, что это работа, в которую нужно вкладывать время, энергию, инвестировать прям вот интеллектуальный ресурс. И это понимание должно быть у обоих. То есть вот это не так, что как бы муж чувствует, что он там гордый и самый, а вы там +1, опять-таки. А именно вот, что я могу сама, и я делаю очень много, и нужно, чтобы муж это понимал. У меня еще очень сильная феминистическая позиция, как бы, из серии, что признавайте, что я существую, что моя работа тоже существует, как мамы, как вот быта и всего остального. Нет, 100%. Мне кажется, что баланс в отношениях — это очень важная вещь, и уважение любых вещей, которые делает другой человек, партнер, чтобы это ни было, и проговаривание этого. Ну, то есть, да, у нас, допустим, в семье 100% распределения всего примерно 50-50. Там тот, кто не любит что-то делать, он этого не делает и так далее. И да, мне кажется, что это очень важная вещь. И в случае, если один человек чувствует вот какой-то дисбаланс, что он делает слишком много, а другой этого вообще не замечает, мне кажется, что это действительно важный момент, когда нужно садиться и разговаривать друг с другом. Вот еще вот этот момент, когда переезжаешь как +1, очень сильно изменяется динамика в паре. То есть вот это вот power differential, то есть вот это были примерно equal, потом переехали, у вас как бы карьера 0, а у нее как бы есть статус. И вот это меня очень сильно бесило, что как бы муж сразу получил работу, там, условно, статус, понятно, американцам, а я, ну, +1 во всех приглашениях. У меня прям ничего не знаю, там, я не занимаюсь уборкой дома, я не хочу заниматься этим, у нас там будет уборщица, грубо говоря, да, то есть вот такие вещи. Либо ты мне делаешь 50/50, либо у нас будет уборщица, то есть мы это делегируем как-то вот в таком духе. Вот. И я знаю примеры в комьюнити, где муж говорил жене, там, ну, пока ты не зарабатываешь на садик, ты не выходишь на работу. А как можно начать зарабатывать на садик, если ты не работаешь? То есть если ты как бы в этот карьерный гэп показываешься, то ты не можешь сразу заработать столько денег, чтобы закрыть стоимость американского садика, особенно на несколько детей. И получается вот такая как ловушка для женщины, и это то, что мы, например, с мужем говорили, что я говорю, я буду учиться, ничего не знаю, дети в садике. Да, то есть у нас у обоих должна быть равная возможность что-то делать. И там дети в садике априори. Там понятно, что это будет хороший садик и так далее. Я все равно провожу с ними время. В выходные он больше проводит, а я в будни как бы какие-то вещи больше делаю. Мы вот так пока поделили. Вот. Но тем не менее. Очень важно корректировать ожидания не только от себя,
а еще от мужчины, от того, кто рядом. Вот про вот эти распределения, про то, что поменяется, и как это будет встречено, и как это будет компенсировано, например. Потому что по факту я переехала, я отказалась от карьеры в Москве. То есть я не спорю с тем, что как бы переезд был хорошей вещью, но в тот момент я потеряла карьеру. Мне нужно было заново ее строить. Причем еще через магистратуру. То есть это там 4 года магистратуры, и вот сейчас я ее строю и так далее и тому подобное. То есть, это большой гэп. А он все это время строил карьеру. Важно тоже проговорить, и мне кажется, на берегу проговорить, даже до переезда. И все варианты на месте разберемся. Да. Не всегда работает. Не, ну если не проговорили, уже приходится на месте разбираться. Но да, я согласна, что желательно, чтобы ожидания были адекватные у обоих. И чтобы люди все-таки понимали, во что они впрягаются. И учитывали это, когда они вообще принимают решение с самого начала. Да. Да, просто вот... Какие ожидания от каждого партнера? Ты просто говоришь вот про момент, когда, допустим, там муж жене говорит, пока ты не будешь зарабатывать на садик, ты не выйдешь на работу, да? У меня прям такое возмущение внутреннее очень сильно это вызывает. Да, скажи. Мне кажется, это как родитель с ребенком может так разговаривать. Ты пока не будешь зарабатывать, я тут главный, да? Вот у тебя 18 лет нет, я тут главный. И то мне кажется, что это токсичные родительско-детские отношения. А когда такое происходит в семье, то мне кажется, что это уже далеко не партнерская динамика. Да, и вот именно вот это искажение отношений происходит. То есть одно дело, если, например, в семье реально нет денег на вот это дополнительное, то есть жена вышла, как бы денег нет. Но по факту почти всегда можно найти. Как бы, редко так бывает, что вот нерешаемая ситуация. Можно там с подружками договориться, можно еще как-то. То есть, варианты есть. Есть в дотации на садик. То есть, если вот мужчина ограничивает таким образом, это прям, да. У меня тоже такое, после этого, я как услышала, мне рассказали, я так, так, значит, формирую свои ожидания на эту сторону. Садик, даже если не работаю, по умолчанию. Муж такой, да, я понимаю, да, нет, я не хочу, чтобы ты была злая дома, потому что ты целый день была с маленькими детьми. Я их люблю, но это очень много. Да. То есть, наверное, вот это самое большое — открытые глаза на то, что будет. Потому что тут два варианта. Или швырять деньги в проблемы, хорошо, если есть финансовая подушка, или швырять энергию и эмоции. И тут риски выгорания, стресса, депрессии же с ним. Вот. И чем меньше их нужно швырять за счет подготовки, тем лучше. Наверное, кстати, вот с парами, наверное, важно понимать, что проблемы все равно будут. Как бы там ни пытался подстелить соломки, все равно в эмиграции начинаются... В эмиграции, во-первых, подсвечиваются, мне кажется, проблемы, которые были до этого, но они были не так видны, потому что вы оба в стрессе, вы оба там решаете какие-то 100-500 дополнительных задач, когда человек в стрессе, он менее ресурсный. Во-вторых, в какой-то момент начинает происходить адаптация к месту, где вы живете. И эта адаптация может происходить по-разному. У кого-то она может быть намного быстрее, у кого-то она может быть намного медленнее. И, наверное, если вот так с друг другом не общаться, я просто помню, у нас тоже, вот когда мы первый раз переехали, мы тоже в 2015 году переехали, но мы в Литву сначала переехали, не в Америку. И первые полгода как-то так получилось, что муж тоже у меня сразу имел работу, мы переехали из-за него, в смысле, благодаря нему, что его компания открыла офис. Я искала работу, и у нас как-то был абсолютно разный круг социализации. То есть я уже больше социализировалась в обществе, потому что мне нужно было найти работу на незнакомом мне языке и найти друзей и так далее, а он больше был вот в своей такой более замкнутой тусовке людей, которые переехали. И я прям чувствовала, что у нас увеличился в какой-то момент гэп. Потому что мы адаптировались вообще в разные общества. И вот, да, наверное, вот в какой-то момент это нужно отслеживать и начинать это проговаривать, потому что иначе, да, у вас есть шанс стать абсолютно чужими друг другу людьми. Да. Ой, слушай, еще сообразила одну штуку, такой как предсказатель реакции на иммиграцию. Вспомните любой переезд. Как вы его проживали? То есть обычно самый первый переезд один из самых тяжелых. Например, у меня брат живет на Речном вокзале в Москве, и он купил квартиру в 10 минутах езды
То есть он жил в однокомнатной с 3 детьми и наконец-то купил квартиру побольше, Мгм. 10 минут езды. Я ему звоню, говорю: "О, класс, наконец-то у тебя будет там, не знаю, своя комната, ты будешь спать не в обнимку со всеми одновременно. Вообще супер". Он говорит: "Да, ну слушай, что-то так далеко, я уже там привык". Я поняла, что никогда не Ага. переедет. В этот момент я поняла, что никогда не переедет, потому что вот эти, даже если 10 минут расстояния, они ощущаются как тяжело, то представляете, вот это в другую Мгм. страну переехать. Объем, как бы, вот это вот homesick, тоски по родине, да, насколько он будет сильным. То есть если вы переезжали, и вы после этого, не знаю, впали в депрессию и уже после не вернулись и решили вернуться в свой родной город после этого, то это признак того, что ваша иммиграция будет очень-очень rough. То есть будут сложности и дальше понятно, что зависит от того, как вы это решили, ну, как люди это решили, как они справились с этими трудностями. Потому что трудности будут у всех. Вопрос с тем, как ты справился, и как ты в целом относишься к Мгм. перспективе Мгм. переезда. Да, но это хороший такой предиктор. Предсказатель, да. Предсказатель. Индика... Индикатор. Вот, индикатор. Блин, мой русский реально хромает, я сейчас просто ищу Нет, слова знаешь, у меня периодически. тоже отзывается. Я, Да. допустим, вот психотерапию я проходила в основном на русском, хотя у меня были была одна англоязычная терапевтка, поэтому у меня как-то, у меня приходит в голову терминология. А, допустим, о работе мне тоже очень сложно разговаривать на русском, потому что практически всю свою карьеру я работала на английском и в Литве, и здесь, в Америке. И да, каждый раз вот это вот ты начинаешь искать Да. слова и переводить с английского на русский. Кстати, про терапию на разных языках. Тоже искала на эту тему исследования, и как бы разный эффект. То есть если вы на неродном языке ведете терапию, то какие-то вещи проще проговаривать. Например, там травматический опыт на английском, ну, если у вас родной русский или какой-то другой, то травматический опыт на английском будет намного проще проговаривать, чем М, на русском. Потому что как бы вы язык новый берете из левого полушария, там эмоций нету. А вот родной язык, он больше в правом полушарии, там очень большие эмоции связаны. И я первое время с терапевтом работала только на английском. То есть как бы, чтобы, ну, какую-то такую концепцию ставить. Потом перешла на русский, чтобы с другой стороны, скажем так, покопать. То есть эффект будет разный. Зависит от того, какая цель. То есть какая цель, как отзывается, не отзывается, насколько комфортно говорить на языке, тоже важно. Но я в том числе терапию рассматривала как способ свободнее говорить на мгм. языке. То есть я прям, не знаю, со словарем сидела и искала какое-то слово, чтобы как-то объяснить, чтобы вот научиться формировать вот этот контакт. Вот. Я такая думаю, ну, хорошо. То есть отличная практика. Но не обязательно искать только на русском или только на английском терапевта. Просто будет разный Прикольно. эффект. Спасибо большое за разговор. Я обязательно оставлю ссылочки в Да, описании конечно. на Инстаграм. Отлично, спасибо. Я тебе пришлю сайт, вот этот Career One Stop, и я пришлю табличку про Мгм. богатых, бедных, и тут разницу мышления. Так, мне посмотреть. Класс, спасибо М, большое. Если Окей. что, если у людей будут какие-то Да, очень рада. вопросы, возможно, будут писать в комментариях, если что, заглядывай. Хорошо, ты мне пришли, я у тебя тоже в блоге выложу. Также можно там... Мне можно сейчас, пока у меня маленький блог, мне можно написать в личные сообщения, я отвечаю практически всегда, если это не хамство и Мгм. не спам. Вот. Таких я просто сразу блокирую. А так можно написать, и я как бы постараюсь помочь либо советом, либо еще чем-то. Как бы мне вообще... Я, кстати, как бы в рамках помощи, то есть я в блоге стараюсь вести какие-то, ну, рассказывать какие-то полезные вещи. И я еще завела рассылку, что я понимаю, что, ну, я не могу быть терапевтом для всех, и мне хочется, чтобы была какая-то полезная, понятная, актуальная информация такими, ну, небольшими кусочками, не либо не учебник читать, и не хайповые какие-то вещи. Вот у меня очень спокойная рассылка, то есть раз в 2 недели, немного информации, немного упражнений и никакой рекламы. Вот. То есть тоже можно подписываться. Класс, Как-то спасибо так. большое. На этом на сегодня все. Как мы уже сказали, все контакты Шилены будут внизу в описании этого видео. Подписывайтесь на ее соцсети, пишите, задавайте свои вопросы. Мы обязательно пообщаемся со всеми в комментариях. Если вам понравилось, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. И до встречи на следующей неделе. Пока-пока.